Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас Анютка со своей второй рукой. Мы ей спиливаем предыдущий материал, при этом я включила камеру только тогда, когда два ногтя у меня были уже спилены. Хорошо, что я увидела на этом этапе, а то могла включить, когда уже была бы сделана полностью коррекция. Так вот, берем фрезер и убираем старый материал, старое покрытие до тоненького слоя, потому что будем сегодня работать с самозамесом, будем делать ноготочки, те, которые не будут нуждаться в покрытии. Как обычно, пилочкой придаем форму ногтям, это я люблю делать на первом этапе. А вот Анютка, когда работает, ей удобненько с фрезером снять на черновую форму, а на чистовую уже приводить это в порядок на втором опиле, после того, как материал выложен. В принципе, тоже имеет право быть, но мне нравится, когда у меня полностью готовый ноготок сразу, и я сразу вижу, куда и каким образом мне материал выкладывать. Мне кажется, что так намного проще. А напишите в комментариях, на каком этапе вам больше нравится задавать форму ногтя, на первом опиле или на втором. Мне интересно, каких мастеров больше. Мы же тем временем самозамешанной цветной базой делаем для себя объем ноготка. Что мы замешали? Мы замешали белую красочку, мы замешали блесточки, получился вот такой вот полупрозрачный молочный гель, которым мы выкладываем ноготочек. После того, как у нас все просохло, нам останется это все спилить до окончательной формы, и ноготки наши готовы. При этом вот такая цветная самозамешанная база экономит минимум минут 40, которые вы тратите на покрытие, на подведение покрытия под кутикулу, на вот эти все манипуляции. Поэтому, если вам необходимо сократить время, очень рекомендую использовать вот такого плана материала. Причем такого плана материала мы с вами когда-то на канале смешивали на основе гель-лаковых материалов, поэтому если вы работаете только гель-лаком, найдите тот эфир, посмотрите, там мы смешивали и камуфлирующие базы, и молочные базы, и какие-то полуцветные базы. Очень был интересный урок, по-моему, их было даже два, на одной руке 5 штук и на второй руке, поэтому поищите, обязательно посмотрите, там было безумно интересно. Но я вам сейчас даже не подскажу, как это дело называлось. По-моему, урок так и назывался, что-то про смешивание материалов. Мы же тем временем переходим к дизайну. В данном случае мы решили слямзить дизайн из интернета. Ой, ну на самом деле вот эти вот веночки с цветочками, с акварельными, это уже давным-давно растиражировано, по-моему, все мастера его рисовали. А вот технику рисования я подсмотрела в мастер-классе в Инстаграм, не помню у какого мастера. Смысл в том, что это рисуется пастами, но в акварельной технике. В принципе, наподобие такого мы с вами рисовали гель-лаками. Опять же, есть мастер-класс на канале, где мы на золотом фоне растушевывали белые и черные цветочки гель-лаками. Тоже было довольно-таки интересно. Теперь вместо гель-лаков мы берем гелевые пасты, которые пигментированнее, чем гель-лак, и растушевываем их не просто сухой кистью, а при помощи финишного покрытия. То есть мы берем очень сильно пигментированный материал, такой как паста, берем вообще не пигментированный материал, такой как финиш, и при помощи прозрачного материала растушевываем пигмент наших паст таким образом, чтобы получился плавный полупрозрачный переход. Вот логика акварели в этой технике. На самом деле техника акварели безумное множество. У меня когда-то был акварельный онлайн-курс, где мы делали акварели и пастами, и гель-лаками, и гель-красками, и чем только мы не акварелили, и разбирали конкретно техники акварельной росписи. Так вот, смысл акварели – это именно ее полупрозрачность. Значит, в любом варианте, любым материалом вам нужно добиться такого эффекта, чтобы он стал полупрозрачный. Итак, тушуем наши
После того, как готовы и просушены у нас первые слоя цветочков, добавляем коричневым оттенком еще дополнительных лепесточков. И потом зелененькой пастой добавляем листиков. Все, в принципе, дизайн готов. Для того, чтобы наши цветочки собрались в кучку, нам необходимо украсить им серединки. Серединки мы решили украсить при помощи вот таких вот золотых пайеточек. Очень красиво они смотрятся в сердцевинках цветов. Ну а для того, чтобы фон стал тоже поинтереснее, я решила добавить еще вот такой вот цветной желтой манки, которая добавляет мелкой точки по фону, то есть опять же имитирует точечки, и от этого фон становится менее пустым и становится более воздушным из-за того, что на нем появляется какая-то мелочевка. Перекрываем все это безобразие финишным покрытием, и на этом, в принципе, наш дизайн готов. Но мне захотелось в серединку цветочков добавить еще меленьких беленьких точечек, для того, чтобы опять же выделить блестюшку и сделать центр цветка поярче. Итак, вот такие ноготусечки у нас получились. Очень нежные, очень милые, очень воздушные. К сожалению, нифига не видно тех блесток, которые мы замешивали в моделирующий гель, но они там тоже есть. Я же надеюсь, вам сегодня понравилось, вам было интересно и полезно. На сегодня я с вами прощаюсь, встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!